За последнее время очень много новостей о репрессиях в отношении российских элит. Настолько много, что все устали удивляться, как у еще одного миллиардера отжали собственность или еще одного чиновника бросили в СИЗО. Даже самоубийство министра – это теперь новость на сутки. Чтобы не разбирать все по отдельности, давайте просто порассуждаем о странной эпохе, в которой мы внезапно оказались. Самоубийство министра Старовойта, а точнее то, что последовало за ним, довольно демонстративная отстраненность Путина от настолько небывалого события, важное со стилистической точки зрения отражение эпохи. Все же заметили этот в высшей степени странный кульбит. Сначала РИА Новости сообщает, что Путин прислал на похороны Старовойта венок, следом публично эту новость опровергают. Отправка венка успевает прокомментировать Песков, и его комментарий пропадает из лент информагентств вместе с опровержением. Что это за сюжет такой поразительный? Во-первых, непонятно, как новость о том, что Путин прислал венок, могла появиться сама собой. РИА Новости не анонимный телеграм-канал, а самое что ни на есть официальное информационное агентство. Нет сомнений, что любая новость с фамилией Путин в заголовке спускается туда непосредственно из администрации президента ровно в том виде, в котором ее нужно выдать. Всегда можно оставить 1% вероятности на то, что кто-то что-то не так понял. Или какой-нибудь практикант решил так смело пофантазировать. Но вообще говоря, кажется невероятным, что такого рода издание просто выдумало эпизод с венком, о котором не говорил никто, кроме, собственно, РИА Новостей. Во-вторых, совершенно непонятно, зачем такую новость понадобилось прям отзывать. Ну, был венок, ну, не было. Это ж не какое-то прям обязательство. Типа, подписать мир с Украиной сегодня вечером. Отправить похоронный венок – действие ни к чему не обязывающее. Могли бы просто тихо с сайта удалить, оттуда довольно регулярно материалы исчезают без следа. Но новость про венок прям-таки опровергли, прям аннулировали как ошибочно опубликованную. Часто ли мы интересуемся, на чьи похороны Путин посылал траурные композиции? Часто ли прям это в новости попадает? Отнюдь. А тут вообще первый случай, когда все точно знают, Путин венок не отправлял. Видимо, в этом и есть смысл странной последовательности с публикацией и опровержением. Почему-то было очень важно, чтобы все усвоили. Путин ничего никуда не посылал. Но такую новость опубликовать нельзя. Зато нехитрый трюк с опровержением провернуть вполне можно. И сразу все понятно. Отсутствие даже формального соболезнования, немедленное назначение нового министра еще до того, как тело Старовойта остыть успело. Более чем странная пиар-акция с венком. В сумме все это свидетельствует. Кому-то очень важно, чтобы до всех дошел основной месседж. Старовойт застрелился не просто так, не от поехавшей крыши, не от семейных неурядиц, не проигравшись в подпольном казино. Он застрелился, потому что все верно понял. Потому что был выписан системой из числа людей еще до того, как боек ударил по капсюлю. Надо сказать, довольно любопытно, как система ныне относится к своим бывшим служакам. Выясняется, что даже на тот свет нельзя уйти с достоинством. Казалось бы, даже если вы планировали его посадить, но он же все равно умер, почему бы не соблюсти политез? Государство же должно выглядеть респектабельно. Публичного уголовного дела против Старовойта нет, так и обеспечьте ему все, что полагается. Не отсохнет же язык у Путина, если он на 40 секунд скорчит скорбное хлебало и расскажет о горькой утрате, которую понесло правительство. О верном бойце, который в годину тяжелых испытаний остался верен стране и не выдержав невыносимой нагрузки, и все такое. Можно было бы большое прощание устроить в колонном зале Дома Союзов. Все-таки федеральный министр, не хрен с горы. Невозможно, конечно, сравнивать, но все-таки еще 10 лет назад у системы хватало такта, уважения к самой себе, чтобы выписать официальные соболезнования Борису Немцову, который 1,5 десятка лет не занимал никаких государственных должностей, был оппозиционер и вообще враг. Теперь же подобные жесты даже выпавшему из фавора действующему министру не полагаются. Разноранговых чиновников сажают пачками, имущество отбирают миллиардами долларов. Даже чисто стилистически система стала гораздо более свирепа к своим, к тем, кого еще недавно было не принято обижать и унижать.
Но так-то предельно печальная судьба министра Старовойта – это вообще преамбула к сегодняшнему нашему разговору. Главная новость последнего дня другая. Решением районного суда в Челябинске были национализированы активы Юж-Урал-Золото, компании, входящей в список десятка крупнейших в России золотодобытчиков. За 2024 год выручка компании составила 75 миллиардов рублей, чистая прибыль – чуть менее 9 миллиардов. Оценка запасов в месторождениях компании – 46 миллионов унций золотого эквивалента, что в привычном нам метрическом мире почти 1500 тонн золота. Константин Струков, лишенный судом настолько масштабного актива, такой прям человек, чью фотографию можно поместить в словарную статью «Российский олигарх». Если вам для книжки или сериала нужен прототип типичного представителя сословия «русский список Forbes», можете биографию Струкова брать без правок. Струков, являясь зампредом Челябинской областной думы, в 2021 году официально стал самым богатым госслужащим в Российской Федерации. Он задекларировал годовой доход в 8,5 миллиардов рублей. Оценки личного состояния Струкова заметно меняются год от года, но стабильно превышают $1 миллиард. Чиновник стабильно оказывается в первой сотне богатейших людей России. И понятно, он самый богатый житель Челябинска. Струков – вице-президент Челябинского союза промышленников и предпринимателей, олигархического профсоюза всея Руси. Как и ранее арестованный хозяин Русагро Вадим Машкович, Струков после начала войны с Украиной попал под все на свете санкции от Украины до США и Британии. Крепкий хозяйственник, член Академии горных наук. В начале 90-х он возглавлял предприятие «Каззолото», а во второй половине ушел строить собственный бизнес на золотодобыче. Ровно 20 лет, с 2005 года, член «Единой России», секретарь политсовета одного из местных ее отделений, кавалер ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и ордена преподобного Сергея Радонежского от РПЦ. Короче говоря, сверх всякой меры лояльный, максимально встроенный в структуру путинской власти региональный олигарх из 90-х. Понятно, что к таким людям, как Струков, как прежде Машкович, по определению не может быть политических претензий. Это не Тиньков с его гражданской позиции, не американский инвестор Калви, не какие-то айтишные миллиардеры с либеральными мыслишками. Струков – это свой пацан из 90-х, у которого бизнес целиком завязан на государство. Он занят своей политикой на региональном уровне, и интересуют его только местные дела и интриги. Ему и в кошмарном сне не привиделось бы полезть выше, чем положено. Свалить куда-то с такой биографией не очень-то просто, а даже если и рыпнуться бы, уехал бы с тем, что можно увести в руках. Его активы – золотая гиря. Из них нельзя быстро и незаметно выйти и без разрешения их продать. Словом, в каких-то иных случаях еще можно было бы поискать политические мотивы. Но и с Машковичем, и со Струковым у нас банальное раскулачивание. Надо сказать, что случай со Струковым выбивается из общей канвы последнего времени. Чем именно? Посмотрим после рекламы моего мерча. Хочу напомнить вам про свой мерч. Вот такие вот худи сейчас доступны для заказа с доставкой по всей России. С надписью «До завтра» моим почерком и с тайным посланием, если вы приобретете худи из лимитированной версии. Чтобы открыть такое послание, нужно просто убрать защитный слой с внутренней стороны худи. Недавно мы изменили способ оплаты. Теперь он гораздо более удобный, через Tribute. Он принимает деньги как с российских, так и с зарубежных карт. Криптовалюту тоже. Доставляется худи не только в Россию, но и в Казахстан, Кыргызстан, Армению, ну и по всему миру. Достаточно перейти по ссылке в описании, сделать заказ, оплатить, и вскоре худи окажется у вас. Прекрасный подарок тому, кто меня смотрит. Можно носить, поднимать настроение себе и окружающим, которые тоже меня смотрят. Ну а другие не поймут. Кстати, если вы не в России, то для вас доступны некоторые остатки другого моего мерча. Футболки, кружки и шопер. Все это хорошего качества и уже потихоньку заканчивается. Так что самое время заказать, если хотите. Продажи мерча помогают нам финансировать наш канал. Продолжаем. Случай со Струковым выбивается из общей канвы последнего времени. Именно этот олигарх, как только запахло жареным и в его офисах начались обыски, видимо, вспомнил горький опыт коллег по списку Forbes и, очевидно, попытался свалить. Неделю назад Константин Струков попытался улететь из Челябинска в Турцию на своем частном джете,
который, как выяснилось, уже был арестован. Судебные приставы задержали олигарха прямо на борту самолета, изъяв загранпаспорт. Такой необычный эксцесс свидетельствует о двух обстоятельствах. Во-первых, очередная жертва раскулачивания не сомневалась, что терять ей нечего. Значит, не время думать об утерянных миллиардах. Так и так все отберут. Время спасать себя. А во-вторых, эксцесс этот косвенно отвечает на вопрос, чего же эти все граждане не спасаются бегством? Ведь, судя по тому, как у нас развиваются высокоранговые репрессии, там в каждом случае сильно загодя понятно, что пассажиру кранты. Ведь путинская система из предыдущей эпохи не просто давала свалить, она этому активно способствовала, очень долго и активно кивала в сторону границы, прежде чем за жертву взяться на родине. Но по случаю со Струковым мы видим, так больше не работает. Сейчас почему-то стало принципиальным очередную жертву не просто тихонечко обезжирить, но помешать ей сбежать. Более того, всем продемонстрировать трофейные фотографии с охоты, где приставы окружили миллиардера прямо в самолете. Когда мы смотрим на вал уголовных дел против чиновников, на кампанию по отжиму собственности, принявшую уже институциональные масштабы с момента, как Конституционный суд установил, что никаких сроков давности по приватизации больше нет. Когда мы смотрим на совершенно конские 13 лет для замминистра обороны Тимура Иванова, на демонстративное безразличие к самоубийству федерального министра, на кампании погрома, когда в кутузку уезжают целыми администрациями регионов, нельзя не задаться вопросом, а что эта система стала настолько жестока к своим? Чего она стала такой жестокой к нам, понятно. Понятно, почему мы прошли весь этот путь. Почему в 2013-м лидер оппозиции был допущен до выборов мэра Москвы, а сегодня невозможно себе представить радиоэфир с каналом, похожим на «Эхо Москвы» хотя бы на 10%. Понятно, почему в режиме, который развязал большую войну, нельзя даже вообразить себе политика, который бы открыто выражал скепсис к происходящему и находился бы где-то, кроме заграницы или тюрьмы. Еженедельное расширение списка иноагентов и репрессии к этому статусу, приравнивание любых контактов с иностранцами к госизмене, прекращение всяких игр в политическую конкуренцию укладывается в общую картину. Существование хоть какой-то дискуссии, хоть какой-то альтернативной точки зрения в легальном поле совершенно нереально в стареющей диктатуре. А уж тем более нереально в стареющей диктатуре, ведущей большую войну. Потому что любая легальная альтернативная позиция сразу же очень понравится гражданам. Они не должны ее слышать. Альтернативная позиция может быть только подпольной. Она может выглядеть только опасной. Она не может выглядеть какой-то модной, общепринятой, даже приемлемой. Иначе просто все ее сразу примут. Границы понятия «враг» с каждым днем все больше размываются. И по мере того, как иссякает список тех, кто выступал против войны явно, начинают присматриваться к тем, кто слишком выразительно молчал. И вот уже они, как минимум, теряют карьеру и возможность работать в России. Но гораздо сложнее понять и вообще как-то принять, особенно тем, кто внутри системы, откуда берется такая агрессия к тем, кто не просто не является врагами, но кто плоть от плоти этой системы, кто в ней вырос, сделал карьеру, нажил состояние и даже рядом не помышлял ни о какой фронте. Наоборот, на всех, по кому сегодня едет каток государства, легли самые тяжелые испытания, связанные с войной и санкциями. Миллиардеры лишились всех своих западных активов, запасных аэродромов, всего на свете и даже не пикнули. Губернаторы и подчиненные им региональные администрации тащат на своем горбу всю войну. То мобилизация, то атака дронов, то отключение связи и GPS, то искать бабло на наемников, причем искать у тех же региональных олигархов. Все легло на плечи местного начальства. Но вместо благодарности и поощрения, вместо того, чтобы осадить своих силовиков, всем этим гражданам, которые искренне старались и даже Z себе на лбу рисовали, всем этим турбослужакам шьют дела, отжимают у них собственность и доводят до самоубийства. Кажется, это какое-то слишком странное сообщение для собственных элит. Вот есть Олег Тиньков, который сразу и очень внятно выступил против войны, стал врагом и поносит Путина, на чем свет стоит. Да, он потерял кучу денег, но ему удалось унести достаточную кучу, чтобы прожить 5 жизней, не задумываясь о бабле. Жить как свободный человек, кататься куда хочет на яхте и в каждом интервью блистать, как начищенный самовар. А те, кто остался, кто многим пожертвовал,
кто работал на то, чтобы система устояла и не проиграла войну. Такие люди живут в мире, где непонятно, за кем завтра придут. Но понятно, что придут точно. Это сложно объяснить банальным переделом собственности. Понятно, что Юж-Урал-золото завтра окажется у Ротенбергов или у иных друзей Путина по секции дзюдо или по кооперативу дачному. Но совершенно неадекватна свирепость происходящего. Почему бы уже раскулаченному не дать уехать? Сюда же относится масштабный погром Министерства обороны, который продолжается до сих пор. Да, это такой же акт передела огромных активов. Но это же не объясняет, почему 12 лет назад при таком же переделе министр обороны Сердюков и его окружение отделались легким испугом. Их просто некоторое время помурыжили с уголовкой. А сейчас замминистра Тимура Иванова закатали на 13 лет лагерей. Всю дорогу элита в нашей системе жила по принципу «твой статус – это твоя защита». Система дает тебе незаконно обогащаться, и если только ты не проявишь явную нелояльность, слишком сильно тебя не накажут. С должности снимут, условный срок, может, и дадут, деньги, может, отберут какие-то, но не расправятся. Нельзя с министром поступить так же, как с дворником. А теперь получается, что быть в России большим начальником или богатым олигархом хуже, опаснее и страшнее, чем любым оппозиционером. Никаких мягких отставок, никаких отъездов, никаких домашних арестов на время следствия, только СИЗО. И настолько невообразимые сроки, что у министров рука тянется к пистолету. Еще в 2022 году мы в паре своих роликов аккуратно предполагали, время, когда выгода была главным мотиватором в управлении страной, по ходу войны закончится, и главным мотиватором для элит станет страх. Ведь они сами загнали себя в безвыходное положение, и непонятно, зачем теперь Путину устраивать для них хорошие условия. Отныне можно управлять посредством чистого насилия, и никто никуда не денется. Но когда своими глазами наблюдаешь, с какой скоростью прежде неприкосновенные люди лишаются даже такой базовой опции, как возможность сбежать, это поражает воображение. Мы предполагали еще в конце первого года войны, что все будет именно так, не просто выдумав себе какую-то идею. Уже тогда было видно, насколько Путина меняет война. Насколько для него перестают иметь значение те вещи, которые всегда были важны. Что это не тот персонаж, к которому мы привыкли, всецело увлеченный возведением Версалей посреди леса. Война для Путина стала занятием самоценным. Он в ней купается. Любая его публичная речь, неважно о чем она, обязательно сруливает на войну, а заодно в каждом его слове сквозит презрение к человеческой жизни. Как самый обыкновенный современный автократ, довоенный Путин обогащал себя и свою элиту. Теперь ему на это просто наплевать. Он видит, что люди эти запуганы сверх всякой меры и пискнуть мимо него не смеют. Так зачем же ему поддерживать какой-то баланс? Зачем какой-то там статус должен защищать от силовиков? Почему нужно ограничивать свой ближний круг в том, чтобы сожрать всех остальных? Почему лидер, который без тени сожаления положил уже как минимум под 250 000 граждан на войне, должен переживать о судьбе какого-то там локального олигарха, губернатора или министра? Когда Путин возглавлял банду жуликов, и понятия в ней были, как у жуликов, все сводилось к разборкам по баблу. Теперь это банда убийц, и понятия в ней совершенно другие. В ней жизнь министра стоит не дороже жизни штурмовика под Часовым Яром. В очередной раз нужно обратиться ко всем тем, кто думает, что все происходящее вокруг – это какой-то эксцесс, что надо просто подождать, перетерпеть, и все вернется на круги своя. Все войны закончатся, а вместе с ними и ежедневный ужас настойчивого стука в дверь. Оно не закончится. Система навсегда изменилась. Путин навсегда изменился. Будь вы министр, олигарх, губернатор, просто состоятельный человек, тот, у которого есть чего взять, вы должны понимать. Вашей жизнью теперь распоряжаются отморозки. Те, кто зашел очень далеко и кому, по сути дела, нечего терять. Живыми они от власти не уйдут и знают это. У них нет причин кого-то живыми выпускать. Работать на убийц – это не зона рискованного земледелия. Это просто смертельно опасный бизнес. Судя по всему, уже сейчас далеко не все могут вот просто так взять и уехать. Но если вы еще не в такой зоне особого внимания, как олигарх, сидящий на 1500 тонн золота,
если у вас еще есть опция уехать в командировку, на лечение, повидать родных, если есть способ попасть в нормальную юрисдикцию, хоть в Дубай, хоть в Аргентину, Черногорию, Бразилию, или, если повезло, не попасть под санкции в Европу, США или Канаду, или если вдруг еврейские корни в Израиль, пользуйтесь такой возможностью. Да, вы не сможете вывести все, а если начнете резко продавать активы, это вызовет вопросы. Но в гробу карманов нет, а в СИЗО наличные запрещены. У вас наверняка есть возможность увезти с собой достаточно, чтобы можно было не считать деньги никогда. Так пользуйтесь ею. Первый, второй, третий, 10-й случай тяжелых репрессий против элиты – это можно считать эксцессом, совпадением. В каждом случае можно искать свою логику и считать, что уж вас-то за то же самое никогда не накажут, ведь вы себя правильно ведете. Но масштабы сейчас совсем другие. Сейчас сажают и раскулачивают пачками. А что хуже, каждый следующий виток тяжелее предыдущего. По сегодняшним меркам просто лишиться всего и сесть не очень надолго – это уже, считай, легко отделался. Пересидеть Путина реально, он не вечен. Но никакие деньги не стоят риска того, что он успеет переживать вас. До завтра.